Сегодняшний топ посвящен автомобилям, которые гниют как ведра. Далеко не каждый производитель автомобилей заботится о надлежащей антикоррозийной защите, в результате чего проблемы с кузовом возникают даже у новых автомобилей всего через несколько лет. Причем если со старыми автомобилями все предельно ясно, то от новых автомобилей не хочется ждать такого. Коррозия кузова автомобиля влияет не только на эстетику, но и на безопасность. Краш-тесты показали, насколько ржавые старые автомобили опаснее таких же негнилых авто, и что ржавчина в значительной степени снижает жесткость элементов кузова, которые должны поглощать удар, не говоря о влиянии коррозии на рыночную стоимость авто. И сейчас мы предоставим вам список из 10 наиболее популярных авто, у которых есть все шансы сгнить в ближайшие пару лет. Итак, десятку лидеров открывает Lada Granta. Владельцы Lada Granta часто жалуются, что без дополнительных мер защиты кузова от ржавчины коррозия появляется на машине всего за несколько лет. В первую очередь в этой машине начинают гнить сварные швы, днище машины, пороги, колесные арки, крышка багажника и капот. Девятым в списке стал BMW 3 серии E36. Этот культовый автомобиль до сих пор желают приобрести многие молодые люди во всем мире. Но найти живой вариант данного авто практически нереально. Дело в том, что изначально эта модель имела заводские проблемы с антикоррозийной защитой. Любая БУ-трешка 3 серии в кузове E36 наверняка уже не раз была подвержена жестяным и малярным работам. В первую очередь быстро гниют передние крылья, двери в нижней части, так что будьте осторожны. На 8-й строчке расположился Ford Mondeo 3-го поколения. Автомобили Ford никогда не славились какой-то выдающейся антикоррозийной защитой. Первые поколения Ford Ka, Ford Escort или Ford Focus гнили буквально на глазах. Ford Mondeo 3-го поколения умеет ржаветь настолько быстро, что вы даже не заметите, как автомобиль покроется ржавчиной. Чаще всего коррозия образуется в месте соединения колесных арок с порогами автомобиля. Кроме того, ржавчина появляется по краям дверей, крышки багажника и капота. Но самое плохое, ржавчина может за короткий срок эксплуатации машины появиться в полу автомобиля. На 7-м месте уселся Nissan Almera. Первое поколение N15 с самого начала имело большие проблемы с ржавчиной. При выпуске второго поколения N16 все поклонники компании Nissan ожидали от автопроизводителя качества. Но японский бренд всех разочаровал. Второе поколение Nissan Almera также гнило буквально на глазах. Вы не поверите, но задняя крышка багажника хэтчбека могла полностью сгнить всего через 2-3 года эксплуатации нового авто. В седане же быстрее всего гнила рамка заднего стекла, балки, расположенные под радиатором, и двери. 6-м стал УАЗ Патриот. Все мы знаем, как быстро умеют сгнивать российские автомобили. И хотя проблема эта старая, но большинство автомобильных компаний не хотят ее решать. Проблема антикоррозийной защиты кузова внедорожника не решена и по сей день. И автомобили гниют с невероятной скоростью, невзирая на высокие ценники. Первыми подвержены коррозии места болтовых соединений, сварных швов, кузовных панелей. Следующие начинают гнить стойки, крылья и пороги. Hyundai Creta стала 5-м в нашем рейтинге. Многие владельцы столкнулись с проблемой коррозии, подобные случаи стали массовыми. Но компания Hyundai пока молчит. Самое плохое, что гниют практически новые автомобили. И ржавчина начинает образовываться на кузовных панелях, сварных швах и даже крыше. В новых автомобилях за короткий срок эксплуатации на некоторых деталях кузова начинает образовываться ржавчина. Хотя недавно Hyundai изменила некоторые техпроцессы на автозаводе, где выпускаются эти кроссоверы. И, скорее всего, новая партия автомобилей уже не будет иметь подобных проблем. На 4-м месте засел Opel Astra. Создатели забыли учесть тот факт, что металл автомобиля подвержен ржавчине. В итоге счастливые обладатели новых автомобилей уже через несколько лет владения могли чувствовать, как машина начинает самоуничтожаться. Так, в первые годы владения автомобили начинали поражаться коррозией задней колесной арки, двери. Также коррозия проявлялась на крыше багажника, капоте и на оконных рамках. Далее в ход шли крылья кузова и сварные швы. Самое плохое, что со временем поверхностная ржавчина начинает превращаться в сквозную коррозию. Поэтому при покупке подержанного Opel Astra будьте предельно внимательны при осмотре кузова.
Тройку лидеров открывает Mercedes E-класса V210. Пожалуй, за всю историю компании этот Mercedes наиболее подвержен ржавчине. Она не щадит в этой машине практически ничего. В первую очередь коррозия атакует в этом автомобиле колесные арки, подвесные ступицы, шасси, крышку багажника, капот и пороги. Также не щадит ржавчина и двери. На сегодняшний день найти Mercedes E-класса V210 без ржавчины практически нереально. И если вы при осмотре подержанного E-класса в кузове V210 видите перед собой автомобиль без единой точки ржавчины, то 100% автомобиль уже после покраски, и непонятно, какого качества был произведен ремонт данного авто. В итоге мы не советуем вам рассматривать покупку этого автомобиля. Серебро заслуженно взяла Mazda 6 первого и второго поколения, которые могут сгнить буквально на глазах, если не ухаживать за кузовом и не проводить дополнительную антикоррозийную защиту. И несмотря на определенную прочность первых поколений Mazda 6, красивый дизайн кузова, хорошее оснащение оборудованием, первое поколение японского седана запомнилось очень неприятной проблемой. Кузов этих машин очень быстро начинает гнить. Особенно подвержены гниению поверхности дверей, капота, колесных арок и днищ. Еще хуже, если Mazda 6 попадает в ДТП и пройдет кузовной ремонт. В этом случае без доп. Защиты кузова от ржавчины машина может сгнить наполовину всего за несколько лет. Ну а пьедестал, как вы уже наверное догадались, занимает узбекское детище автопрома. Продолжательница дела Opel Kadett, долгожительница на конвейере, продержавшаяся в производстве до 2016 года. Пара рестайлингов никак не отразились на главном минусе седана – его кузов. Лишенный оцинковки, коррозирует с ужасающей скоростью. Тонкий слой ЛКП лишь усугубляет проблему. Сколы на капоте и крыльях начинают рыжеть за несколько месяцев. Через несколько лет появляются сквозные дыры на задних арках и нижней части дверей. Отваливаются пороги и рассыпается глушитель. На этом все. Спасибо за просмотр и будьте осторожны при выборе авто.